Здравствуйте! В этом видео я обращу ваше внимание на основные критерии, которые теоретически могут показывать, это оригинальная парфюмированная вода или это все же подделка. Перед выбором я очень много времени потратил для того, чтобы действительно, начиная с самого первого, а именно с упаковки, определить это. И были некоторые рекомендации, например, вот посмотреть, насколько ровно по центру приклеено, или даже не приклеено, а запаяно вот целлофанка вот эта, насколько ровно она. Ну, обратить, конечно, внимание перед покупкой на батч-код. Я вам потом покажу, что это такое, на штрих-код, страну производителя. Соответственно, используя визуальное такое определение, не вскрывая упаковку, определить это очень тяжело. Но все же покажу, что внутри. Давайте. Так. Открывается она, как я вижу, очень легко. Она была запаяна почти... Вообще очень легко она была запаяна. Очень просто как-то. Такая вот коробка. На форумах и по рекомендациям все обращают внимание смотреть на качество полиграфии, качество тиснения, качество печати. Вот я смотрю, что визуально здесь выдавлено все достаточно нормально. Вот. Если смотреть так, то тоже буквы достаточно так выделены. Смотрим дальше. Сами надписи. Надписи здесь просто напечатаны, но не выдавлены, а напечатаны. Напечатаны вроде нормально. Вот. Так. Состав, конечно, текст. На верхней крышке тоже это тиснение есть. Не знаю, как это называется, но объемный текст. И на самом дне что мы смотрим? Мы смотрим штрих-код и вот этот вот сам важный батч-код. Так, чтобы вам лучше было видно. Вот 7331. Так, штрих-код и еще дополнительный код. Приступаем к открытию и просмотру. Он не был до меня открыт, это меня радует. Вот, тоже, соответственно, объемная. Так, сама коробочка внутренняя, рельефная. Ну и смотрим. Так, и вот сам парфюм. По поводу парфюма. Так, непосредственно здесь должно быть качественно выдавлено. Тут написано The Scent. Сама бутылочка более-менее качественная визуально, без никаких скосов, сколов. Даже Intense, вот, написано Intense и написано рельефно. То есть это не какая-то, предположим, дешевая печать. Так же само вот сама надпись Hugo Boss, она тоже объемная.
Идем дальше. Дно парфюма удивительно для меня. Вот сейчас очень сильно я удивился тому, что оно не стеклянное. Ну, посмотрим, что написано непосредственно вот здесь вот. Обращаю сразу же ваше внимание на то, что батч-код на наклейке соответствует 7331, соответствует батч-коду, который нанесен на коробочке. Вижу какие-то запайки. Следующий этап, конечно же, это сам колпачок. Смотрим. Ну, колпачок такой из пластика, хорошо сделан. И вот сам носик. Кстати, обращаю внимание, в некоторых парфюмах, таких как, предположим, Christian Dior, там, предположим, носик должен быть красного цвета, в то время как колпачок черный. Здесь носик черный, в то время как колпачок серый. Обычно в подделках на это очень мало внимания обращают. Следующее — это многочисленные рассказы о трубочке. Трубочка в целом, я вам хочу показать просто то, что трубочка, она больше ровная, чем кривая. А в подделках, кстати, трубочку делают либо длиннее, либо короче, как-то так вот. После такого короткого обзора у меня создается впечатление, что мне с парфюмом повезло, и он действительно оригинальный. В комментариях напишите, кто как определяет оригинальность парфюмированной воды. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал.